46% прибыльных сделок. И вот это тоже не ложится в концепцию новеньких трейдеров. Им там внушили, что прибыльная система или там прибыльный подход, если там 80-70, или они так убеждены, что это так правильно, или как бы они так чувствуют себя, что они зарабатывающие трейдеры, если у них процент там 70-80. Риск на сделку не более 0,3-0,4% на одну сделку. Представляете? 0,3-0,4%. Это тоже не ложится в общую концепцию начинающих трейдеров, которые считают, что, а что такое 0,4? А что я заработаю тогда? Усложняет настолько систему, что теряется самое главное свойство системы, которое в итоге ведет к тому, что вы ей будете следовать. Это прозрачность, ясность. Недостаток дисциплины – номер один причина, как вы знаете, почему трейдеры теряют деньги. Но самое интересное, мало кто задумывается над тем, а почему трейдер не дисциплинирован, а почему трейдер не следует правилам, потому что наверняка все свои неудачные периоды в торговле вы так или иначе связываете с недостатком дисциплины, и, соответственно, это приводит к известным последствиям. Но почему так происходит, что мы в какой-то момент отклоняемся от курса, не следуем своим правилам? И ключевой момент в том, что нас изначально, когда мы только приходим на рынок, зомбируют вот этим, да, и вы на самом деле на моем канале часто слышите правила, и тут трейдер начинает заморачиваться. Он так сильно обрастает вот этой информацией по поводу здесь так нужно действовать, тут так, отфильтровать, так, тренд, так, таймфрейм, куда перейти, откуда там смотреть, с какого графика, так, этот сигнал, а если я еще это добавлю. И он просто-напросто усложняет настолько систему, что теряется самое главное свойство системы, которое в итоге ведет к тому, что вы ей будете следовать. Это прозрачность, ясность. И сегодня я вам покажу свою модель торговли с простыми визуально продиктованными сигналами, и увидите всю мощь этих сигналов. Также мы с вами посмотрим на результаты торговли за последнюю неделю, потому что начиная с июня месяца я внес небольшие коррективы в свою торговлю, и сегодня буду с вами делиться статистикой, посмотрим на процент убыточных, процент прибыльных сделок, и я думаю, что многих начинающих трейдеров это шокирует, скажут: как так? Да, Аркадий, ты же системный трейдер. Короче, много сегодня интересно будет. Если видео будет полезно, интересным, ставьте лайк, оставляйте комментарии. Какие-то вопросы у вас возникают, пишите под этим видео, я постараюсь дать максимально быстрый и четкий ответ. Ну и давайте уже начинать. Сейчас у меня на графике вы видите NASDAQ, евро, WTI нефть и золото, 4 инструмента. И я торгую только в одну сессию, это американская сессия. Это не значит, что вы не можете использовать все эти сигналы на других таймфреймах, на других активах, можете. Но мое время это с 4:30 до 7 Москвы. Сейчас я чуть даже сократил время. То есть мы стараемся торговать более активно, в самый активный период, нежели расплываться у экрана монитора на там 5-7 часов, да, и там уже залипать. Так, ну что, я предлагаю начать с самого конца. Мы перейдем сейчас с вами к статистике, а потом уже разберем, как это все дело работает на графике, какие сигналы. Я беру последнюю вот эту неделю с самого начала июня. 1 июня я завершил тестирование, я май провел, каждый на изоляции провел время по-своему, но я провел в тестировании, я торговал, но не так обильно, я щупал разные варианты риск-менеджмента, мы сейчас о них тоже поговорим. Я вам покажу самый базовый вариант, как вы можете протестировать каждый свой торговый сигнал, и как вы можете прийти к пониманию того, что лучше работает. Давайте посмотрим, у нас получилось за неделю где-то 650 баксов. Кстати, я хочу отметить, что торговля объемом риск на сделку не более 0,3-0,4% на одну сделку. Представляете? 0,3-0,4%. Это тоже не ложится в общую концепцию начинающих трейдеров, которые считают, что, а что такое 0,4? А что я заработаю тогда? Да? Не имеет значения, заработаешь ты или нет. Сейчас твоя задача, первая задача, как новенького, это
научиться сохранять свой капитал, прекратить сливать. Как ты можешь начать зарабатывать, если ты не перешел вот эту нулевую точку, да, из минуса хотя бы в ноль, да, плюс такой легкий, да. Окей, очень важно. И давайте посмотрим, видим $650, причем это с учетом огромного количества ошибок, я много сделок упускал, особенно вот вчера в пятницу вообще какая-то была дикая, но я не скажу, что все сделки брал, но давайте посмотрим в итоге, что у нас получилось. Только что как раз сохранял для вас отчет и посмотрим на цифры. И вот самая интересная цифра, вот сюда. 46% прибыльных сделок. И вот это тоже не ложится в концепцию новеньких трейдеров. Им там внушили, что как бы прибыльная система или там прибыльный подход, если там 80-70, или они так убеждены, что это так правильно, или как бы они так чувствуют себя, что они зарабатывающие трейдеры, если у них процент там 70-80, да, условно, прибыльных сделок. Но еще раз, большинство трейдеров, с которыми я общаюсь, которые торгуют 20-30 лет, которые, ну, не так публичны, скажем, да, которые там в своем мире живут, имеется в виду, что они не просто торгуют, да, для себя, вот, и у них средний процент прибыльных сделок где-то в районе 45-55%. Но еще раз, я не обращаю на эту цифру так много внимания, потому что если вы так сильно цепляетесь к этому и хотите получить процент прибыльных сделок там 70-80%, то вы просто ищете то, что скорее всего не существует, либо вам нужно какие-то идти огромные жертвы, что-то ограничивать, там кучу фильтров добавлять. Будет очень мало сделок, потому что самые суперские сделки появляются крайне редко. Но имеется в виду, как чтобы все тютелька в тютельку был. Поэтому ты должен научиться жить с тем, что как бы рынок, ну, не идеален. И не добавлять слишком много ограничений в момент входа. Даже если эти ограничения прям жесткие, все ясно, понятно. Поэтому первый ключевой момент: снимите с себя вот эту проекцию своих собственных ожиданий, да, вот так можно сказать, по поводу количества прибыльных сделок. То есть, если вы убеждены, что надо делать 70% прибыльных сделок, чтобы зарабатывать, а ниже это не пойдет, то это самое глубочайшее заблуждение. Вы можете вот здесь уже встрять, да, в этом болоте, да, того, как еще улучшить, что еще добавить информацию. То есть вы нанизываете эту информацию, да, на свой трейдинг, и просто потом получается обратный эффект. То есть первое, это не имеет значения. Мы видим 54 трейда всего, то есть сколько у нас получается, 4 инструмента, да, 54 сделки за неделю, это не так мало, скажем, да, скажем прямо. Вот что для вас должно иметь первостепенное значение, это средний профит и средний лосс. Мы видим, что средний профитный трейд при моих рисках, да, мы видим здесь на момент вот как раз начала торговли по новым правилам 11 тысяч, где-то 400 с копейками, 11 500 долларов депозит. Мы видим, что средний профит 47, средний лосс в 2 раза меньше, да, даже какой в 2 раза меньше, в 2,5 раза меньше. Да, мы видим профитный трейд самый большой и убыточный самый большой. И все это дело, что касается вот этих рисков, у меня прописано в советнике, все эти параметры, мы тоже к ним с вами перейдем. Что еще здесь важно? Это, конечно, глубина просадки. Да, чем мягче просадка. Просадка — это когда, вот, допустим, у тебя кривая депозита пошла, и вдруг пошел против, и ты такой: что случилось? Надо что-то менять. Нет, это самое глупое, что трейдер может делать, да, что-то изобретать в этот момент, потому что это нормально, и твое тестирование должно показать тебе, какая у тебя может быть глубина просадки, да, и, конечно, мы стараемся всячески сгладить вот эту глубину просадки, потому что чем глубже цена, там, не цена, а наш график уходит, да, против того, куда мы ждем, и вверх, а вниз идет, то, конечно, мы стараемся, тем нам сложнее, да, тем нам сложнее торговать, потому что нужно преодолевать еще вот это эмоциональное состояние, когда ты работаешь не на то, чтобы заработать, да, а на то, чтобы компенсировать лоссы. Да, вот в чем дело. Поэтому здесь мы видим 1,45%. Это не сказать, что это микро, прям совсем чуть-чуть, но и не сказать, что это много. Это чуть ниже среднего. Да. Я предполагаю, что это так и будет примерно в этом диапазоне.
Вот это основные цифры, на которые я хочу, чтобы вы обращали внимание, но ключевой момент вот здесь, как вы умеете контролировать риск и брать профиты, то есть насколько стабильны вы в соблюдении соотношения риска к прибыли. Вот это элемент дисциплины, а не количество прибыльных сделок. Понятно, что если у тебя там 20% прибыльных сделок, это странно, но даже если у тебя там 40, 38, 45, это даже не так смертельно, как если у тебя вот здесь показатель, у тебя лосс твой огромный, да, там средний лосс, там, грубо говоря, наоборот, или даже если 1:1, там, средний лосс, это не сказать, что плохо, но тогда тебе надо существенно повышать первый параметр, процент прибыльных сделок. Поэтому, еще раз, да, трейдеры, ключ к ясности не в том, чтобы идеализировать и сделать свою систему, как, знаете, многие мыслят, безубыточной, или в том смысле, что она должна там иметь какой-то четкий процент прибыльных сделок. Нет, у вас процент будет плавать, то он будет 70, там, то 50, то 20. Ну, я сейчас вру, конечно, так не плавает, но тем не менее будут какие-то, да, вверх-вниз. И еще одна важная задача, которую я стараюсь держать в своей голове, это не уходить с лоссом в течение дня. То есть в конце дня не уходить с лоссом. И такая задача у меня стояла в пятницу, да, не уйти с лоссом, потому что в пятницу что творилось, трейдер? В пятницу вокруг моих ключевых уровней, и сейчас как раз я вам покажу, как создать ясность, да, торговли. Первое, что я делаю, это торгую вокруг зон. Да, это моя вот, знаете, как уже много-много лет, как мой дзен, можно так сказать. То есть это первая основа основ, то, чему я обучаю трейдеров. И второе, это поведение цены вокруг этих зон. Это могут быть любые уровни. Вот для меня это уровни, если в Америку, range трейдер. Вот мы видим, есть уровни R, 1, 2, 3 и S, 1, 2, 3. То есть это уровни поддержки сопротивления, проще говоря, диапазон. Диапазон на каждую сессию разный, потому что зависит от того, как цена торговалась до моей сессии. Да, и, соответственно, выставляются уровни в определенном порядке. И получается, когда я прихожу к своей сессии, вот здесь это 16:30 Москвы, я уже начинаю отслеживать свои паттерны, сигналы. И мои сигналы все, они очень простые, они визуально продиктованы. То есть, что значит визуально продиктованы? Каждый из вас, который смотрит на мой график, либо увидит этот сигнал, либо нет. Либо скажет, что есть вход, либо нет. Вот что значит объективная система. Вы можете так сделать там вокруг своих друзей, да, создать какие-то правила и спросить, вот, как бы ты поступил здесь? И он должен поступить так же, если вы ему дадите те же самые правила. Без доли сомнений, и ответ должен быть либо да, либо нет. Либо есть этот сигнал, либо нет. Либо есть это условие, либо нет. Либо есть паттерн, либо нет. Понимаете, да? Вот это очень важно. Так вот, давайте пару моментов разберем. Сначала попишем немножко, да, это важно, трейдеры. Итак, первое, что у меня есть. У меня есть уровни. Да, я сейчас не буду все вот эти уровни прописывать, но мы просто зафиксируем. Итак, уровни. Да, RS это уровни сопротивления поддержки 1, 2, 3. 1, 2, 3 это дополнительные уровни. Да, вот видите, S1 и S2. Сейчас мы разберем. Это первое. Второе, у нас есть сигналы. Основные сигналы, которые я использую, это ротация бара. Вы видите, да, изменение цвета свечи. Ротация бара. Цвет меняется свечей с черных на белых, с белых на черный. Это один из моих, наверное, уже сигналов, которые вы часто-часто слышите, видите. И один из самых таких профитных. Да? Ротация бара и паттерны. Да? Мои паттерны – это слабые вершины, сложно слабые вершины и другие паттерны, которые мы с трейдерами используем. Ротация бара и паттерны. Ротация бара – трендовый сигнал, паттерны – преимущественно контртрендовый сигнал. Риск-менеджмент прописан вот здесь для каждого инструмента отдельно. Вот мы видим здесь, это у меня NASDAQ. Да? И вот здесь параметры. Да? Стоп-лоссов, тейк-профитов для этого инструмента. Для другого инструмента это свои параметры. Да? Стоп-лоссов, тейк-профитов. И я ведь могу с этими цифрами играться, подбирая оптимальные. Да? Вот как раз сейчас вы видите оптимальные настройки. И будет ли это объективно, когда, допустим, мы видим с вами вот здесь, допустим, слева это пятничный сигнал с SD, мы видим здесь слабое дно, посмотрите, какой большой паттерн, да? Слабое дно, один из моих топовых сигналов на разворот. Мы видим цена возле зоны S2, видите здесь, вот я сейчас вращаю мышкой, S2, то есть это зона S, поддержка, да?
вторая зона поддержки. То есть, если цена сюда пришла, это говорит о том, что рынок очень сильно растянут, он трендовый, и, вероятно, мы видим прыжок, то есть как резина, да, так растянуто, 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 поэтому может выстрелить. Здесь мы видим слабое дно, да, и можем ли мы каждый раз, торгуя возле зоны S2, паттерн слабое дно, устанавливать один и тот же стоп-лосс, то есть знать, какой у нас стоп-лосс? Есть ли у нас в этом доля прозрачности, ясности, да или нет? Да, абсолютно. Я вижу слабое дно? Да. Я вижу уровень S2? Да. Если ты видишь слабое дно на уровне S2, к примеру, я сейчас говорю, как я это делаю, но чтобы вам было понятно, как внести ясность в свою торговлю, это всего лишь два условия на вход в рынок, визуально продиктованы. Каждый, кто сейчас смотрит это видео, согласится, что здесь S2 и здесь слабое дно, и 24 пункта я могу поставить стоп. Да. Могут ли у меня быть какие-то сомнения по этому поводу? А где ставить стоп? Нет. Почему? Потому что паттерн слабое дно завершен вот здесь. Вот как раз мне автоматика показывает. И я жду первую, более высокую цену закрытия на правой стороне. Это паттерн. Вот здесь была попытка закрыться выше. Здесь нет, нет, нет. И вот здесь мы закрылись выше. И я вхожу. Могу ли я каждый раз отсюда отступать 24 пункта и входить далее? Нет. Да, абсолютно. Это агрессивная сделка. Почему? Потому что это против тренда. Сейчас мы посмотрим на сделку с трендом, который вот здесь выше. То есть вот это очень важно. Ясность трейдера, прозрачность. Кстати, вас может интересовать вопрос. А сколько процентов? Вот мы с вами, я прокручивал в голове этот момент. А сколько процентов? Около 6% получилось за неделю. Да? Там 5,9, 5,8. Примерно. Наверняка хотели спросить в комментариях. Ответил. Так вот, возвращаемся сюда. Да? То есть это насколько это ясно и прозрачно. Насколько это возможно, правда? И дальше, мои тейки, если я ставлю их также в пунктах, это ясно, это понятно или нет? Да, конечно. Да? Могу я как-то изменять эти цифры? Да. Понимаете, да? Понятно, что когда у тебя есть автоматика, там и паттерны, и сигналы, и ты нажимаешь buy, sell, она тебе все рассчитывает проще, чем это делать вручную, но тем не менее. И вот здесь мы видим пятничный сигнал. Это уже другой, это трендовый сигнал. Почему трендовый? Внимание вниз, мой тренд-фильтр красный. Мы ушли ниже зоны. То есть мы сначала ушли выше, здесь тоже были сигналы, я пропустил на buy. Мы ушли выше зоны R, видите здесь? В самом начале моей сессии начинается моя сессия, вот здесь выделено начало сессии, начинается сессия, рынок начинает идти наверх, уже все серьезно, быки вроде, и бум обратно. Это первая индикация того, что рынок слаб, готовься к развороту, да, в начале сессии. Затем мы видим, рынок упал, слабое дно, но где слабое дно? Нигде. То есть опять же таки, уровень паттерн, уровень сигнал. Где слабое дно? Если там паттерн, если там уровень, где вы видите SD, вот здесь. Нет, мы ниже уровня. Я говорю, хорошо, тогда я жду теста зоны, это вообще идеальное условие. Да, мы видим, протестили мою зону R, да. Затем ротация бара, изменение цвета свечи. С белых на черный и тренд-фильтр красный. Это медвежий сигнал. Да? Представляете, какой моментум после этого. Потом была еще одна ротация бара. Я не успел прыгнуть. Тоже агрессивная. Вот здесь. Мы пробили мой уровень S1. Да или нет? Да, абсолютно. Вот здесь. На этом баре пробили. Вернулись. Закрылись снова ниже на черной свече. Тренд-фильтр красный. Sell. Я пропустил. И затем контртрендовый сигнал. Затем посмотрите, что произошло. Рынок взлетел. Дошел до зоны S. Протестил и потом как сумасшедший обвалился, дошел до зоны S3. Это редко такое бывает, что цена приходила к зоне S3. И представьте, что мы видим возле зоны S3. То же самое, что мы видели в нашу торговую сессию. Видим стрелочный, сложное слабое дно, стрелочный, слабое дно, более высокая цена закрытия, бум, моментум наверх. То есть вот это очень важно, что ты можешь каждый раз принимать одни и те же сигналы. Они визуально продиктованы, ты каждый раз их видишь на графике, ты привыкаешь к ним. Ты знаешь, где твой стоп, где твой тейк в пунктах, что убирая всяческие вопросы по поводу того, а где конкретно ставить стоп, а вот за этим хай, или сколько-то тиков отступать, а если ставить стоп там за лоу предыдущий, а какой лоу брать? То есть масса вопросов, которые отпадают.
То есть мы таким образом вносим еще большую ясность в наши действия и убираем вот эти вот внутренние барьеры и сомнения, когда мы стоим у правого края графика, нам нужно принимать решение. И еще раз, и условий не должно быть много трейдера. Если их много, то крайне вероятно, что вы не сможете следовать вот этому первому, второму, там, третьему, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому. Это много очень. 2, 4, ну максимум 5 условий на вход в рынок. Да, и нужно понимать просто, какие сигналы лучше всего работают в тренде. Например, для меня это ротация пар, а какие против тренда. Для меня это слабое дно, там сложное слабое дно и другие паттерны, которые на графике увидите. Понятно, да? Вот это очень-очень важно. Причем по NASDAQ в предыдущий день была тоже жара. По-моему, даже я это видео записывал. Вот здесь. Да? То же самое мы видим возле уровня, стрелочное дно. Если вы не смотрели это видео, посмотрите. Да? Мы видим более высокая цена закрытия, вход. Да, мы видим первый, второй таргет. И потом уже ближе к вечеру, это торговля на онлайн-торговле с трейдерами, да, я пропустил здесь парочку сигналов. И посмотрите, та же самая история. Посмотрите сюда. Ага. Мы можем продлить наши уровни. Давайте сделаем, чтобы я не занимался ерундой. Сейчас продлим немного. Сейчас я найду range трейдер. Вот здесь смещение к правому краю графика в часах. Давайте поставим 5 часов. Немножко наши уровни сместятся. И вот посмотрите сюда. Сейчас станет вам более удобно смотреть на график. Видите? Тест уровня. Сложное слабое дно. Buy. И посмотрите, мы отбились на 50 пунктов. Это очень много. При том, что мой тейк первый 34. Здесь мы подошли, пробили, коррекция, ротация бара. Такая же ротация, как была на предыдущем. То есть к чему это? К тому, что вам нужно прийти к точке постоянства, где первые сигналы простые, сигналы повторяются регулярно, и понять просто, какие это сигналы для тренда, и если вы торгуете против тренда, например, да? Или там на разворот. Почему? Потому что если вы торгуете только, допустим, на пробой, например, да, то в ситуации, когда рынки бестрендовые, могут быть глубокие просадки. Но когда вы торгуете микс из разных сигналов и разных инструментов, это позволяет вам сгладить вашу кривую депозита и не проседать глубоко, то есть это тем самым достигается баланс. Да? Где-то против тренда, где-то по тренду, где-то там на пробой, где-то на коррекции и так далее. То есть, на мой взгляд, это очень-очень важно. Короче, трейдеры, цель этого видео очень простая. Показать вам, первое, то, как это можно делать быстро, просто, на что ориентироваться. Первый ключевой момент – это уровни, еще раз уровни. Это самое базовое, это то, что реально ты можешь сделать достаточно быстро, найти то, что для тебя работает. Если вы хотите получить мои уровни, если вы хотите получить систему Cluster Trader, ссылка под этим видео. Если вы не торгуете, например, в американскую сессию, то можно сделать проще. Можно перейти в настройки системы, да, и включить уровни со старших таймфреймов. Это уже для любых рынков и для любого таймфрейма. Если range трейдер для intraday, да, то это для всех таймфреймов, всех инструментов. И мы можем с вами просто-напросто отключить range трейдер, нажать false, boom, и у нас появятся наши уровни со старших таймфреймов. Вот они здесь, видите, хотя здесь, наверное, еще не все. Мы можем зайти сюда, да, и вернуть еще дополнительные уровни, 15 минутки, например. Если range трейдер появляется, то есть специфично для моей сессии, потому что моя цель была это уточнить еще свою торговлю в американскую сессию, то есть сделать ее более, я бы сказал, эффективной. Не идеализировать, но сделать еще более эффективной, удобной для себя. Итак, я могу перейти абсолютно на любой период, да, и посмотреть, как работали мои сигналы, как вела себя цена вокруг уровня range trader, действительно ли сигналы появляются часто, а если я буду использовать вот такой риск-менеджмент с такими-то показателями, какое у меня может быть соотношение, да, прибыльных, имеется в виду соотношение с точки зрения 1 к 1,5, да, или 1 к 2, то есть риск-прибыль. И тогда вот это значение, 40, 50, 60% прибыли сделать тебя вообще не будет беспокоить. Это не основная цифра, поверьте. Основная цифра – это умение в первую очередь защищать свою позицию и
просто капитализироваться, когда рынок идет в твою сторону, и мы капитализируемся, имеется в виду, берем большие тейк-профиты двумя способами. Мы можем устанавливать фиксированный большой тейк-профит, либо мы можем его вообще не устанавливать, поставить сюда, допустим, 0 для второй позиции, да, и дать рынку дать столько, сколько возможно, то есть использовать, например, трейлинг стоп, либо просто-напросто загнать наш take-profit на уровень R3, либо S3, если мы покупаем на уровень R3, если продаем на уровне S3. Вопрос суммарно, как это влияет на перформанс, да, потому что я могу увидеть одно событие, да, только, что здесь трейлинг стоп меня вынес а тут еще был потенциал. Нет, это не так важно. Важно в совокупности. То есть, когда вы берете много данных, да, и смотрите, какой оптимальный вариант здесь. То есть, это критичный момент, я настоятельно рекомендую вам над этим работать. Короче, если вы хотите подключиться к нашему профессиональному сообществу, мы с трейдерами торгуем 1,5 часа с 5:30 Москвы до 19:00 Москвы, то ссылка на подключение к системе и к онлайн-чату под этим видео. Всего доброго, до встречи на следующей неделе и пока.